Сегодня мы в моем автомобиле не зря. Сегодня мы с вами разберем, что такое Android Auto. Это значит, что это смартфон, который подключается к вашему авто не просто для зарядки или воспроизведения музыки, а для интеграции с вашим автомобилем, конечно же, с совместимым автомобилем, с этим самым Android Auto. И все это снято у нас в рамках того, что мы делали обзор вот такого вот карботикса, ссылка в описании под видео, там, где мы делали из машины, вернее, штатной системы моего автомобиля, делали полноценный Android, скажем так, планшет, устройство, навигационную систему, но мне многие писали, что вот есть Android Auto, и давай вот, он такой же. Нет, батл мы еще устроим, поэтому подписывайтесь, нажимайте колокольчик, ссылки на все, что мы обозреваем, в описании под видео, а уже мы с вами начинаем. Смотрите, это штатная система моего автомобиля. Дело в том, что она достаточно ограничена. Это Volkswagen Airline, в которой есть штатная система, достаточно прикольная. То есть мы можем с вами, ну, допустим, там, медиа у нас, мы можем воспроизводить музыку с моего смартфона, при подносе там руки у нас будет реагировать даже на сенсорное приближение кнопок. Все это очень даже неплохо сделано. Подключается он через Bluetooth. Есть у меня voice-ассистент какой-никакой, управление звуком тоже какое-никакое, могу только выключить, включить и воспользоваться дисками. Но дело в том, что у меня в меню есть такая штука, как App Connect. Это поддержка Android Auto, Apple CarPlay и MirrorLink. Так вот, именно об Android Auto мы сегодня с вами поговорим. Если мы нажмем Info, то здесь вот все описано насчет вот этого Volkswagen, ну, в данном случае Volkswagen, сейчас еще все это обсудим. Так вот, я вам покажу, что такое Android Auto в двух шагах, а потом мы будем обсуждать и рассматривать все возможности. Дело в том, что это отображение функций в автомобильном режиме, то есть я подключил свой смартфон через кабель. Вот, у меня здесь есть опция Android Auto. И вот смотрите, у меня подключается OnePlus 8, которую я могу уже заблокировать. У меня появилась сразу же навигационная система. Есть главное меню с различными приложениями и с очень классной интеграцией. Но об этом немножечко позже. Смотрите, у нас есть с вами совместимые системы с Android Auto. Это не значит, что вы воткнули любой телефон в USB вашего автомобиля. Кстати, вот покажи USB, то есть обычно он включается в штатный USB, который расположен в вашем автомобиле. У меня есть такой USB-шник и есть AUX. Так вот, на сайте Android.com в разделе Android Auto, ссылку на которую я тоже разместил под видео, есть перечень автомобилей. И мало того, есть еще и стереосистемы, которые совместимы с Android Auto, у которых есть большой экран, куда вы просто-напросто в USB стереосистему втыкаете ваш смартфон, и будет Android Auto работать. Автомобили поддерживаются абсолютно огромное количество. Преимущественно это все с 2016 года, преимущественно. Некоторые раньше, некоторые позже. Для того, чтобы ваш смартфон мог работать с Android Auto, вам необходим любой смартфон с Android выше 6. И, конечно же, установленное приложение на само Android Auto, которое есть в любом Play Market. Перечень достаточно огромен, и вы можете ознакомиться с этим перечнем. Я попробую найти сейчас свой автомобиль. Вот, Volkswagen. У меня есть вообще два автомобиля. Здесь вот в частности описан вот Passat. То есть с 2016 у меня Passat намного новее. И есть Jetta. Да, вот она с 2016 года. У меня как раз есть еще и Jetta 2017 года. Но не, смотрите, там еще и такой момент. Дело в том, что у меня в Jetta 2017 года нет поддержки Android Auto. Вернее, ее нужно разблокировать на дилере. И хотя в Китае продаются специальные такие устройства для разблокировки Android Auto. Но об этом... О, видели? Смотрите, у меня пришло уведомление прямо на мой Android Auto. Фото, и там написано фото. Если я нажму, допустим, на какое-нибудь уведомление, он будет озвучивать это все словами. Но об этом сейчас позже. Вот просто по ходу пьесы. Также у нас есть перечень стереосистем в разных производителей, начиная там от малоизвестных, заканчивая именитыми брендами. Вот, в частности, я вижу Blaupunkt, это из тех, которые я когда-то видел, JVC, Pioneer, Prology и Sony. Остальные все, к сожалению, не видел. Для того, чтобы подключить ваш Android Auto, вам нужен достаточно качественный кабель. Зачастую это Type-C смартфоны и включается в штатную систему USB, как я уже говорил. По поводу приложения Android Auto, к возможностям сейчас перейдем. Есть в Google Play отдельный раздел
приложений для Android Auto. Вы можете его открыть и выбрать огромное количество. Но здесь не все. Я вам скажу, есть сторонние производители. Вот, например, у меня на экране вы видите сейчас Radar Bot. Это стороннее приложение, которого нет в Play Market именно для Android Auto. Но он поддерживается Android Auto. И так очень многие приложения. То есть тот же самый VLC Player, там различные штуки, которые я устанавливал отдельно. Хотя нет, это на другом смартфоне устанавливал отдельно. Здесь только Radar Bot у меня сейчас работает из сторонних, которых нет в Android Auto. Тоже сейчас покажу, что это такое. То есть установка приложений делается на ваш смартфон, она не делается в ваш автомобиль. Но теперь давайте по возможностям. Сейчас будем рассматривать сам функционал. Наш смартфон мы можем просто-напросто заблокировать и положить куда-нибудь под панель. При этом есть большой плюс использования Android Auto. Он заряжается одновременно. Вот, смотрите. То есть есть, конечно же, уже беспроводный Android Auto, но это должен поддерживать и смартфон, и целые системы. И такое я видел только в Mercedes. В последнем Мерседесе, по-моему, в Электро, да, там я видел, и в BMW в каком-то. Больше я нигде пока беспроводный Android Auto не видел. А что у нас включает в себя сама по себе Android Auto? Вот мы видим, у меня проигрывается музыка из моего YouTube Music. То есть я сейчас в YouTube Music, это обыкновенный интерфейс YouTube Music с недавно проигранными библиотеками и скачанными. То есть это полноценный YouTube Music, только для Android Auto имеет вот такое вот под это разрешение экрана, такой вот интерфейс. Есть главное меню, где у нас есть различные приложения. Вверху у нас часто используемые или основные приложения, в том числе есть телефон. То есть вы можете использовать здесь полноценно телефон ваш. Здесь есть избранные, недавние, контакты, еще и есть у нас набор номера прямого, где вы будете набирать, допустим, какой-нибудь номер и просто-напросто совершать звонки. Все абсолютно нормально. Давайте заведем наш автомобиль. Вот мы завели, все у нас работает. Вообще Android Auto полностью совместим со штатными системами вашего автомобиля, в частности с кнопками, которые здесь есть, они интегрированы. То есть если ваш автомобиль официально поддерживает, то все эти кнопки интегрируются изначально в Android Auto. Плюс сюда же интегрируются, у меня здесь есть в автомобиле стереомикрофоны. И работают эти микрофоны тоже через Android Auto в режиме стерео. И, конечно же, штатная стереосистема, стереодинамики тоже работают в этом режиме. То есть все работает через Google Ассистент, потому что Google, конечно же, беспокоится о безопасности нашей. И все это работает через голос. Хотя, когда вы стоите, допустим, на месте, и вы нажмете поиск и нажмете, допустим, на ввод адреса, то вы можете вводить через клавиатуру. Но как только вы включитесь и начнете двигаться, кстати, Android Auto не мешает штатной системе автомобиля работать вернее, он не то что не мешает, он интегрируется со штатной системой автомобиля. Вы сейчас видите камеру заднего вида, но при этом Android Auto продолжает работать. Это немаловажный аспект. У меня срабатывает ассистент езды задом, но это такое мелочи жизни. Сейчас я переключусь в драйв. Смотрите, я переключился в драйв. То есть я начинаю движение, я начинаю ехать, и все. И пишет: остановитесь, чтобы использовать клавиатуру. То есть здесь это немаловажный аспект безопасности движения вашего движения. Давайте я сейчас съеду на дорогу куда-нибудь. Обязательно остановлюсь для того, чтобы появилась клавиатура. Но именно в данном случае, вот все, мы остановились фактически, и у меня клавиатура разблокировалась. Но в данном случае, что делать, когда вы движетесь? Если говорить про карты, то в движении у нас появляется такой момент. Проложи маршрут домой. Вот, пожалуйста, да, у нас вот есть вот такой вот момент. Все это поддерживается сенсорной панелью, то есть Android Auto поддерживает сенсорную панель моего автомобиля, то есть без каких-либо замечаний и проблем. Мы спокойненько продвигаемся домой по заданному маршруту. Можем отключить заданный маршрут. Это все обыкновенные Google карты с построением маршрута, пробок и всего остального. Удобно. Но что у нас есть еще в таком моменте? У нас есть голосовой поиск, типа: окей, Google, набери маму.
пожалуйста. То есть он звонит контакту моей мамы, у нас здесь появляется, видите, у меня сейчас карта, но вы можете нажать, и будет у вас активно окно набора номера. То есть вот таким вот образом. То есть происходит это все через штатную систему моего автомобиля, через голосовую с помощью стереомикрофона и динамиков. То есть у вас работает шумодав, если он есть в машине, то есть он поддерживается тоже Android Auto через штатную систему автомобиля. Мама, труп. Мам, извини, сейчас идет обзор, я просто тебе тестово позвонил, ты меня хорошо слышишь, отлично, да? Да. Да, все, спасибо тебе огромное, давай, пока, я очень рад был тебя слышать. Ой-ой-ой. Все, пока. Я поговорил с мамой, и я мог бы положить трубку, нажав на экран, а могу положить трубку, нажав на кнопку моего на руле автомобиля, выключение или включение звонка. То есть это тоже абсолютно работает и поддерживается. Что очень удобно, если мне нужно написать сообщение или, допустим, мне приходит какое-то сообщение, то давайте мы сейчас Аню попросим, она тестово мне напишет какое-нибудь сообщение в Вайбере, например. Так, Аня написала, у нас появилось сообщение в виде текста. На текущий момент у меня отключено озвучивание в настройках самого Android Auto. Но вы видите это в виде текста, а можете включить озвучивание и ответ голосовым ассистентом. Давайте перейдем в настройки самого Android Auto. Поддерживаемые мессенджеры в данном случае Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp. Это то, что у меня установлено. Есть Waze, но это такое все дело. И нажимаем на настройки. И те настройки, которые доступны у нас, так, беззвучные уведомления, автоматически воспроизводить медиа-контент, показывать информацию о погоде, выбрать обои, дневной режим, на автоматический запуск Android Auto всегда. Теперь открыть настройки на телефоне. Вот это вот очень немаловажный момент, потому что у нас на телефоне есть тоже настройки. Смотрите, у нас есть настройки на телефоне Android Auto, то есть по факту вы свой Android Auto в автомобиле настраиваете на самом смартфоне. У меня, как мы видим, есть подключение Volkswagen, есть помощь с подключением и ранее подключенные автомобили. Настройка панели запуска. Здесь вы можете выбрать приложения, которые будут отображаться из тех, которые поддерживаются. Можно добавить, допустим, на панель вызов контакта или действия ассистента. Например, мы добавили вот вызов Ани. Распознавание «Окей, Google» вы можете здесь включить и во время общения. И здесь есть, вы можете записать образец голоса. Автоматический запуск Android Auto. Есть настройки Google Ассистента Android Auto. Убираем «Показывать первую строку входящих сообщений», тогда он их будет озвучивать. Сейчас я вам покажу, как это работает. И также есть беспроводная связь с Android Auto, но мой автомобиль не поддерживает беспроводную связь. Теперь Аня нам напишет еще одно тестовое сообщение. Так, тестовое сообщение она отправила. Аня написала нам в Телеграме. Нажмите для озвучивания. Привет, это Аня. Вот, она озвучила. Хотите ответить? Да. Аня, это Вова. Очень хорошая погода, жду тебя на работе. Вот ваше сообщение. Аня, это Вова, очень хорошая погода, жду тебя на работе. Вы хотите отправить сообщение или изменить его? Отправить. То есть вся коммуникация происходит с помощью голоса во время движения. Сначала это выглядит дико, потом ты к этому привыкаешь, а потом ты без этого уже просто-напросто не можешь. А также вы можете коммуницировать во всех мессенджерах. Например, в том же самом Viber вы можете нажать «Написать», «Аня, ты ЧК», ты сейчас снимаешь этот, Аня, ты ЧК, ты меня разочаровала, ЗПТ, ты делаешь много ошибок при съемке видеоконтента. Вот ваше сообщение. Аня, ты Чика, ты меня разочаровала, ты делаешь много ошибок при съемке видеоконтента. Хотите отправить сообщение или изменить его? Отправить. Вообще оно воспринимает ТЧК и ЗПТ. Да, отправить, все. Отправляю сообщение. Да, оно отправило, все нормально. То есть в таком варианте это все дело работает. Плюс вы можете проигрывать свою любимую музыку на фоне, даже в момент общения. Я музыку особо не буду, конечно, здесь, хотя могу сделать вот таким вот образом. Включи песню «Коршуны власти». Мы можем зайти с вами в YouTube Music, остановлюсь, потому что не очень удобно, и найти, допустим, свою песню. Включу сейчас песню. Песня «Коршуны власти».
То есть мы сейчас включили нашу песню, если кто думает, что у нас не будет при этом работать голос, то он глубоко ошибается. То есть сейчас проигрывается песня, и вы можете голосом оперировать точно так же. Но это все мелочи жизни. Что может еще наш Android Auto? Есть штуки развлечения, например, у меня Megogo. Но в данном случае Android Auto отличается тем, что в целях безопасности вы не сможете просматривать контент. Вы единственное, что можете делать, это прослушивать аудиокниги. Аудиокниг здесь огромное количество. На том же самом Megogo они даже есть бесплатные. Вы можете включить их и беспрепятственно слушать. Ну, либо из того приложения, которое вы скачали. Либо послушать подкасты, тоже все поддерживается. Поможет скоротать вам путь в дороге. Но для этого нужен, конечно же, интернет. Есть игры, если вы где-то сидите, кого-то ждете, то есть какие-то такие незамысловатые игры. Там я играл в Cannonball 3D. Это игры от GameSnacks, ну такое, знаете, как это сказать, аркадные какие-то игрушки. То есть вы здесь можете стрелять из пушечки, там у вас есть определенное количество, ну, короче, фигня, если честно. То есть дальше. Ну, насчет мессенджеров я уже сказал, вы можете взаимодействовать абсолютно со всеми мессенджерами, которые есть практически в маркете. Есть у нас погода. В Запорожье сейчас 9 градусов и облачно. Сегодня местами кратковременные осадки от 3 до 11 градусов. Теперь есть напоминалки, вы можете установить напоминание. Напомни через час остановиться на отдых. Хорошо. Когда нужно отправить напоминание контакту? Через час. Окей, в 11 часов 55 минут. Я отправлю вам напоминание. То есть вы понимаете, да, это мультимедийное взаимодействие. Есть календарик, ну и различная мультимедийная фигня, которая еще... То есть также я могу переключиться на штатную систему своего автомобиля, допустим, перейти там в Phone, медиа, и, ну, медиа не будет работать, потому что он работает сейчас в эпсах. То есть я могу здесь чуть-чуть полазить и вернуться опять же в свой Android Auto без каких-либо приключений и проблем. Ну, подкасты от Google — это тоже понятное дело, то есть мы можем зайти в библиотеку, там, ну, у меня под подписках ничего нет, я, честно говоря, не занимался, то есть подкасты есть, их можно слушать. И то, что из того, что я еще установил, чем я пользуюсь на Android Auto, это радар-бот, который позволяет мне избегать штрафов. Все, у нас активировался радар-бот. Отдельный, сейчас он прогрузит карту, все, он его прогружает. Отдельное видео по радар-боту у нас еще будет. Давайте настроим. Стандартное транспортное средство, автомобиль, голосовые оповещения. 3D режим у нас включен. Ну, давайте покатаемся, я вам покажу, что же такое радар-бот. У нас здесь он отслеживает ограничение движения по дорогам, по которым вы двигаетесь. Отслеживает наличие камер, которые у нас фиксируют автоматические нарушения для того, чтобы меня потом оштрафовать. Ну, давайте я вам покажу одну из таких камер. Буквально, я знаю, у нас на набережной есть такая. С вами выехали на участок автодороги, где стоит камера. Буквально через секунду, там, ну не секунду, через 10 секунд мы приблизимся к камере. Он нам, вот видите, он показывает, что здесь у нас это значок означает, что камера на светофоре. То есть есть у нас такой значок. И буквально сейчас она нас оповестит о том, что сейчас посмотрим. Давайте ждем. Оп, есть. Видели? Радар на светофоре. Оп. Радар на светофоре. Ограничение 50. Видели? Вот что делает мой Android Auto, за что я его люблю. А еще этот Android Auto... Вот, все. Прошли нормально. Тихонечко. Все, он задетектил радар, и можно спокойненько разворачиваться, ехать в студию. Конечно же, у меня Android Auto поддерживает и ночной режим, то есть так как у меня автоматические фары, когда включается, но в принципе можем симулировать и включить ночной режим, просто включив фары. То есть принудительно включив фары, у меня Android Auto будет переключаться в ночной, или выключив, он будет переключаться в дневной режим. Так что очень крутая штука, которая очень помогает. Она помогает работать с голосом, помогает работать с навигацией. Но, поверьте, Carbotics — эта штука намного круче. То есть обзор вы ее можете глянуть, но мы батл обязательно устроим. Обязательно это будет отдельный ролик. И вот, я же говорю, подписавшись и нажав колокольчик, вы не пропустите дальнейшие наши обзоры. Но, что я хотел рассказать вам про Android Auto, я рассказал. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.